С приходом весны наступило пробуждение природы, и хочется наполнить свой дом ощущением весны и ярким ароматом. Самый простой способ впустить весну в дом – это украсить интерьер весенними луковичными цветами. В качестве кашпо я использую плетеную корзинку. Внутрь кладу пакет и наполняю керамзитом. Начинаю высаживать в кашпо нарциссы и гиацинты. Декорирую стабилизированным мхом и украшаю пасхальной керамической фигуркой. Нежные гиацинты и нарциссы способны украсить любой интерьер и подарить прекрасный аромат. Яркость этих весенних цветов поднимет настроение и привнесет уют в дом. К цветочной композиции добавляю разноцветные пасхальные яички. Кролик Питер, персонаж сказки Беатрикс Поттер, любим и популярен во всем мире. Его образ часто используют при оформлении пасхального декора. Я купила маленькую фигурку кролика, раскрашу ее акриловой краской в цветах кролика Питера и украшу фигуркой цветочную композицию. Сделаю пасхальную композицию из яичной скорлупы. Такой декор я часто встречала на Pinterest. И в этом году я наконец решила сделать нечто похожее. Мне понадобится яичная скорлупа и картонный лоток для яиц. Такие свечи покупала в фикс-прайсе и в Ашане. Я буду делать композицию в голубых, розовых и желтых оттенках. Ломаю свечу и отрезаю фитиль. Воск буду растапливать на водяной бане в жестяной банке. Наматываю фитиль на зубочистку и устанавливаю в скорлупу. И наливаю растопленный воск. Смешиваю два оттенка желтого, чтобы получить нужный цвет. Оставляю воск застывать.
теперь сделаю свечу в форме яйца. Ножом в скорлупе делаю небольшое отверстие и вставляю в фитиль. Закрываю отверстие малярным скотчем, чтобы воск не пролился. Оставляю воск застывать. Такие маленькие пенопластовые яйца покупала в Fix Price. Окрашиваю их акриловой краской. В такие же цвета окрашиваю оставшуюся скорлупу. После того, как воск застыл, очищаю свечу от скорлупы и отрезаю фитиль. Помещаю свечи в подставки из скорлупы. С помощью ватной палочки рисую белой акриловой краской узор в горошек. Из лыка делаю маленькие гнезда. Наполняю лоток соломой, оставшейся от изготовления пасхальных кроликов, и сизалевым волокном. Если вы планируете использовать свечи по назначению, то есть поджигать их, то либо откажитесь от использования соломы, либо будьте осторожны и проследите, чтобы солома не контактировала непосредственно со свечами. Я не планирую активно использовать свечи, они являются больше декоративным элементом. Наливаю воду в окрашенную скорлупу.
и украшаю весенними цветами – гиацинтом, тюльпаном и нарциссами. Получилась такая милая весенняя композиция. Из веток сделаю кашпо в форме гнезда. Креплю ветки с помощью горячего клея. Образовавшиеся пустоты заполняю сизалевым волокном и мхом. Украшаю перьями и пасхальными яйцами. Внутри размещаю пакет и наполняю керамзитом. Сажаю крокусы и гиацинты и декорирую мхом.
цветочной композиции добавляю маленькие луковички мускари, предварительно посаженные в яичную скорлупу, и украшаю фигуркой кролика. Такую милую пасхальную фигурку тоже решила украсить весенними цветами. Помещаю флористическую губку и вставляю в нее цветы.